Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на ноябрь для скорпионов, солнечных, лунных, восходящих. В первую очередь восходящих. Если вы знаете свой асцендент в ведической астрологии, то тогда смотрите для знака зодиака асцендента видео. Если не знаете и точное время рождения не знаете, под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках. И ведических астрологов я приглашаю на мой новый курс, который называется «Глубина Чардаша». И записаться на этот курс можно по ссылке в описании к видео, и в комментариях к этому видео тоже будет ссылка. Теперь давайте говорить о тенденциях ноября для скорпионов. Очень насыщенный месяц, очень много будет происходить перемен, поэтому давайте обсуждать. Со 2 ноября по 26 ноября Венера переходит в ваш 12-й дом гороскопа, дом уединения, дом закрытых организаций, дальних поездок, дом подсознания, творчества. И, в принципе, в этом положении Венера может вносить какую-то творческую нотку в работу. То есть фотосессии, видеосъемки, какие-то презентации, может быть, презентации даже рабочей одежды, что-нибудь вот такое может быть по Венере в 12 доме. И еще важная тенденция — это то, что Венера дает какую-то разлуку, дистанцию в партнерстве. Но это не обязательно даже разъехаться физически, хотя такие тоже бывают моменты. Но я знаю, что, например, может быть такое, что очень много занятость у одного, у второго, и вы как бы меньше видитесь, либо меньше времени проводите вместе. Если вы не в отношениях, то этот период может давать знакомства в поездках, знакомства в таких закрытых организациях. То есть пошли, например, к врачу и познакомились с кем-то. Или же поиск еще по клиентам, допустим, по другим городам, по другим странам, либо поездки с какой-то командой в другие города, в другие страны. 5 ноября будет полнолуние в вашем 6-м доме гороскопа. И полнолуние в 6-м доме гороскопа, доме, который у нас будет напротив Венеры, говорит о том, что это завершается какой-то этап в работе. То есть у некоторых скорпионов в буквальном смысле это может быть смена работы. У некоторых скорпионов это может быть изменение режима труда и отдыха, графика какого-то, изменение режима тренировок, если вы занимаетесь спортом, изменение графика лечения, если вы проходите какое-то лечение, изменение графика выплат по кредитам, судебных процессов, каких-то изменения в отношениях с помощниками, если у вас есть. По полнолунию в 6-м доме гороскопа всегда нужно быть внимательнее к питомцам, потому что это самое такое вот полнолуние, когда могут какие-то вопросы быть по здоровью питомцев еще. С 9 ноября по 23 ноября начинает свое ретроградное движение в вашем 1-м доме гороскопа Меркурий. И Меркурий у нас откатывается в предыдущий дом, из которого он сюда зашел. Это что значит? Вот Меркурий в 1-м доме гороскопа, он дает какие-то походы по собеседованиям, дает такие результаты, как что-то о себе рассказывать. У вас еще Меркурий указывает на то, что вы можете какие-то подарки получать, с какими-то друзьями очень плотно взаимодействовать. И, значит, откат Меркурия в вашем 1-м доме гороскопа, вот это вот ретроградное движение может откатить назад или создать какие-то задержки, препятствия в вопросах получения подарков. То есть кто-то вам обещал и никак не может выполнить. В вопросах исполнения вашей какой-то мечты. То есть, может быть, вы запланировали на этот период, на ноябрь, исполнить какую-то свою мечту или какую-то цель свою достигнуть. Вот исполнение какой-то цели, оно может откладываться, либо будут возникать какие-то дополнительные обстоятельства, что эту цель нужно будет отложить. Какие-то, знаете, могут быть вот реально грабли, потому что Меркурий у вас еще управляет 8-м домом кризисов, стрессов, каких-то тайн. И реально могут быть грабли с точки зрения того, что вы можете попадать в какие-то ситуации, которые уже вас чему-то научили, вернее, пытались научить, но вы так и не научились. То есть какие-то вот такие истории, когда нужно что-то предпринимать быстро, какие-то резкие истории могут повторяться, возобновляться.
касающиеся в том числе отношений. Допустим, вы о чем-то договорились, кто-то слово не сдержал, и вот это вот несдержанное слово, оно может приводить к каким-то последствиям, что вам нужно опять передоговариваться, споры могут быть, ну такие вот именно, знаете, словесный поединок, то есть это не по Марсу, это просто по Меркурию, но тоже, конечно, по Меркурию в Скорпионе, по язвительному, по колкому, безусловно, потому что Меркурий в Скорпионе, он так просто не скажет. И вот этот вот откат, то есть к этим вопросам нужно будет возвращаться. Вот особенно если вы что-то про себя начали рассказывать, какую-то новость про себя всем начали сообщать, допустим, то, может быть, не торопитесь сообщать всем и на 100%, что вот это так. Допустим, я переезжаю, а потом оказывается, что, может быть, и не очень переезжаете. Либо я иду на эту работу. Как бы нужно что-то про себя, что вы хотите рассказать, 100 раз подумать, а что же вы действительно этого хотите рассказать, или же все-таки нужно пока что подождать, то есть не говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Вот это такая история, очень подходящая под этот транзит. У нас еще с 11 ноября по 5 декабря в вашем 9 доме гороскопа становится ретроградный Юпитер. И Юпитер, и Меркурий у вас управляют обе планеты 2 домами денег. И с моей точки зрения, как астролога, которого сейчас рассматривает эти транзиты, у вас могут очень сильно меняться договоренности относительно доходов, оплат каких-то и в целом вашего дохода, то есть да, заработная плата. Может быть, премии каких-то. Потому что ретроградная планета за 1 дом денег отвечает, ретроградная планета за 2 дом денег отвечает. И вторая планета, этот вот Юпитер в вашем 9 доме гороскопа, он напрямую указывает на то, что у вас могут нарушаться, либо как-то откатываться переговоры относительно уровня оплаты труда с руководителем. Точно так же, если вы покупаете тур какой-то зарубежный, могут быть такие истории не очень понятные. Точно так же, если вы покупаете какое-то обучение, у вас тоже могут быть еще качели в выборе института, может быть, в способах оплаты этого института, в назначении каких-то вам пособий, грантов, может быть, и так далее. Вот все, что касается таких вот денежных вопросов, это будет и по Меркурию, и по Юпитеру тоже тормозиться. И по Юпитеру я уже сняла отдельное видео про транзит Юпитера в Раке, можете его посмотреть, я здесь подробно останавливаться не буду, но будет Юпитер какие-то вот задерживать результаты, либо давать необходимость отложить на время те вопросы, которые вы решите сделать, вот и решить в ноябре. И они касаются в первую очередь учебы и денег. Но если вы, допустим, давно планировали и у вас такие вопросы откладывались, как пойти на какую-то учебу, вложить деньги в какую-то учебу, либо вы давно ходили к руководителю за разговором, давайте поговорим по поводу денег, то сейчас как раз, может быть, наоборот будет возврат, и эти вопросы будут завершаться, закрываться, которые еще там октябрьские, летние, может быть, и так далее. С 16 ноября по 16 декабря очень хороший транзит Солнца по 1 дому гороскопа. Во-первых, просыпаемся. Солнце в 1 доме гороскопа, оно нас выводит из такого состояния спячки, пред какого-то, может быть, ну, не день рожденческого, хотя вот все равно у некоторых такое преддень рожденческое бывает, как будто бы какая-то депрессия накрывает, или хочется уединиться, хочется побольше времени наедине с собой проводить. И когда Солнце заходит в 1 дом гороскопа, мы становимся заметнее этому миру, мы становимся уже такими более проявленными, что ли, более эгоистичными в чем-то. Но у вас еще Солнце хозяин 10 дома, дома статуса, дома карьеры, социальной реализации. Поэтому если вы, допустим, визу делали, паспорт делали, какие-то вот такие документы, дающие вам статус, то транзит Солнца по 1 дому гороскопа, он проясняет что-то, во-первых, связанное с вами самими, и, во-вторых, дает вам возможность получить какой-то статус. То есть, если вы что-то ожидали,
то в этот транзит вы можете это получить. К тому же 20 ноября у нас будет новолуние в вашем первом доме гороскопа. Вот он, новый статус. Новолуние в первом доме гороскопа — это период, когда мы получаем что-то новое, да, связанное с нами самими. Новый статус, новый имидж, может быть, поход к врачу тоже, конечно, но в целом новая работа в том числе тоже может быть по новолунию в первом доме гороскопа. И эти перемены могут касаться еще партнерства и личной жизни, то есть новый статус в партнерстве, новая команда, например, какая-то и так далее. С 23 ноября Меркурий в ретроградном движении возвращается в ваш 12 дом гороскопа и таким образом будет вас возвращать в дела октябрьские, особенно срочные, особенно стрессовые, особенно какие-то кризисные, которые вы не завершили, поехать в поездку, в которую вы не доехали, купить то, что вы хотели купить, но тогда вы это отложили. А может быть, если у вас была мысль выйти из каких-то сообществ, вы потом по итогу не вышли, но вас эта мысль может опять посетить, что вот я не хочу все-таки здесь находиться, выйти, то есть какие-то выходы из сообществ повторные, может быть, какие-то переводы средств в другие города, в другие страны, которые у вас тоже, может быть, не получились, тоже здесь могут быть реализованы. Но, в общем, вспоминаем, что мы по Меркурию делали, организовывали какие-то, может быть, поездки в октябре, и сейчас нужно вернуться, доделать. Либо тогда организовали, вас попросят еще раз что-то такое сделать. В общем, что-то по Меркурию будет возвращаться октябрьское. С 26 ноября по 20 декабря Венера пойдет по вашему первому дому гороскопа. Ну и прекрасно, потому что транзит Венеры по первому дому гороскопа — это у нас такой транзит, когда мы становимся немножко гедонистами, то есть мы любим себя, мы обращаем внимание на свою внешность, мы меняем свой гардероб, покупаем себе одежду, заботимся о себе, может быть, больше обычного, то есть какие-то процедуры и так далее. То есть Венера, она дает вот это желание себя улучшить. Есть тенденции на какие-то поездки, опять тоже на какие-то разлуки в личной жизни, либо опять вот это вот где-то познакомиться, кто-то к кому-то может приехать, именно вот в партнерстве, брак, личная жизнь. И есть тенденция, что с вами кто-то может пытаться знакомиться, с вами может кто-то пытаться флиртовать, особенно, ну, то есть, или если вы в отношениях, и даже если вы не в отношениях, тут все равно может быть такая тенденция, что кто-то может вам что-то предлагать, либо какое-то физическое партнерство, интимное партнерство, либо партнерство рабочее, то есть вас ищут, чтобы предложить вам какое-то сотрудничество. Это как бы партнерство разного рода может быть, но как будто бы вас ищут как человека, с которым хотят вступить в партнерство. В команду свою зовут, например. Переманивают из отдела в отдел, это тоже может быть такое. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже будет в прямом движении в вашем 12 доме гороскопа, и прямое движение Меркурия по 12 дому гороскопа — это как бы уже завершение вот этих вот вопросов по 12 дому, организации поездок, всех этих стрессовых, кризисных вопросов, которые у вас были и вы не очень-то хотели их решать. У вас уже найдутся инструменты, я думаю, и вы пойдете опять о себе какую-то легенду рассказывать, может быть, опять по собеседованиям, либо, может быть, опять нужно будет какую-то про себя новость рассказывать, что-то такое. Еще, кстати, вот этот транзит Меркурия по 12 дому гороскопа, он может еще такое, знаете, организовывать какие-то медицинские обследования, не только поездки. И вот это тоже в ту же копилку до 6 декабря вот эта вот организация, она вся у вас заканчивается. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.